Теперь Лондон не capital of Great Britain, а Лондон capital of Great Ukraine. Я художник, я так вижу. Всем, ребяточки, привет! С вами снова Gaffer.net. Я знаю, что вы не забыли про подписку и лайк, но мы поехали. И это уже финальная часть, поэтому я к ней подготовился довольно-таки хорошо, набрав аж целых 2 миллиона войск и расставив их по границам России. Вот можете вы сами увидеть своими глазками, где мои войска находятся и насколько большие у них угруппирования. Надеюсь, этого будет достаточно при войне с данной страной, поэтому не буду сильно затягивать. Я лишь покажу то, что она находится на континенте Европы, потому что это очень важно. Мы все-таки захватываем всю Европу и ничего больше. Азию, Америку и другие, получается, континенты я не трогаю, потому что это не входит в план данного прохождения. Ну что ж, сильно долго задерживать приветствие я не хочу, поэтому сразу же объявляю войну Россиюшки и смотрим, как проходили наши с ней баталии. Опасаясь, поэтому набрав 2 миллиона войск, я ожидал увидеть от страны синенького цвета довольно-таки сильное сопротивление, поэтому я и подослал к ее восточным границам очень большие группирования, которые недавно вам показал. Ну как бы это Россия, даже объяснять не буду. Ну и как вы могли заметить по первым атакам и тем, которые проходят сейчас, я продвигаюсь по ее провинциям, ну уж просто супер легко, она просто-напросто не дает вообще практически никакого сопротивления, и в итоге это получается не баталия у нас с ней, а просто покраска ее страны моим цветом, то есть теперь это будут не синенькие территории, а территории бирюзовенького цвета. Мы тем временем уже забрали Москву, ну и думаю, что после Москвы тяжело будет не догадаться, что и следующие территории, которые находятся под владениями России, будут захвачены. Война прошла, можно сказать, очень быстро, поэтому вам покажу, как я ее уже и забираю. Ну что ж, захватив последнюю провинцию, я спокойным способом могу отправлять ей, получается, мирные договоры, точнее один мирный договор на полную аннексию всех ее территорий. Ну, я так думал до этого. Я, получается, вам показываю то, что мы забрали уже все территории Европы, которые находились в России. Нам, получается, мешают только какие-то рандомные маленькие страны, но это уже будет минимальная проблема, которая нам встретится. И как результат, я зашел в мирные требования, и что вы можете заметить, мне не хватает очков войны, чтобы забрать все территории России. Да, мне было обидно, вы правильно подумали, поэтому я и не решил продолжать войну, потому что как-то, не лень, если честно, просто было. Я позабирал все территории, которые посчитал важными и которые смогут Россию сделать максимально слабой, чтобы она нам потом не дала никакого сопротивления. Получается, отправил ей требования о аннексии, и она, понятное дело, согласилась. Я думаю, несложно было догадаться, что следующая война будет с ней, не тяжелее. Ну и чтобы не терять уж очень много времени, пока я жду, чтобы прошли мирные переговоры с Россией, я забыл поставить на 30 ходов, зачем-то поставил на 45. Бывает, странно, да. Я, получается, решил пообъявлять всем странам, которые находятся также в Европе, но не являются Россией. Получается, отделились от нее, не знаю, как это произошло, может быть, какие-то повстанцы были, это не суть да важно. Это была Мордова или Мордовия, я уже не помню, что это было, Санкт-Петербург, и другие страны, которые вы сможете увидеть. В принципе, ребятки, и тут даже комментировать нечего особо, потому что они были забраны практически за один ход. Санкт-Петербург вообще в 3 провинции, там еще какая-то возле него страна была в 1 провинцию. Думаю, несложно было догадаться, что я их, понятное дело, потом в будущем зааннексил. Получается, я даже не все войны покажу, потому что они были не такие интересные. Ну и короче, аннексируем мы их всех, долго не буду ждать, затягивать, кому оно вообще надо, и готовимся к войне с Россией. В смысле готовимся, просто жду, пока придет мирное время. Вот и настал тот момент, когда мы можем уже повоевать с Россией во второй раз. Это, думаю, самое ожидаемое событие этого года, хотя на кого я обману, это было и так понятно. Короче, мы продвигаемся по ее северным, восточным, южным, может даже западным территориям, хотя западных вроде бы у нее уже не осталось. Короче, делаем все, что хочешь. Если честно, в войне с такими странами, которые сильно не отбиваются, я чувствую себя художником, потому что просто посмотрите, я, получается, закрашиваю те территории, которые мне нужны, художник, да. Я художник, я так вижу. Ну и короче, по чуть мы с ней воюем, я забираю ее территории. В принципе, одно и то же, даже думаю, смысла уже повторяться нету. Мы забрали уже ее все провинции, у меня откуда-то вообще повстанцы появились, я не знаю, почему там были. Вот вы знаете, такой интересный факт, я пока воюю, все равно вы смотрите, я хочу вам сказать. Россия, получается, когда ты нападаешь на территорию, которая находится на России, вот всегда именно там какие-то слишком дерзкие, жесткие жители, в хорошем смысле этого слова, они просто-напросто никогда не отдают свои провинции, понимаете? Там всегда у меня повстанцы. Я вот что, с Европой воевал, с Америкой
Америкой, с Австралией, и ничего-то подобного не было. А тут именно повстанцы такие, что дикие, у меня уже, наверное, распятый был. Ну, короче, наверное, я уже в этот момент забираю всю Россию. Это было, в принципе, неожидаемо, наш пазл сложился, поэтому ждем, когда я уже буду делать какие-то более масштабные и сложнее войны. Спустя некоторое время воплощения моих бизнес-идей в жизнь, исследования, а также улучшение дипломатических отношений с другими странами, если честно, я просто фигней страдал, я просто оправдываюсь, я решил напасть на Иран, и как обещал, тут будет немножко повеселее. Именно на территориях, которые находятся на бывшей Турции, то есть там, где Стамбул и типа того. Получается, я сразу же, как только напал, я практически сразу дошел до Стамбула, это, в принципе, было неудивительно. А на тех территориях, там, где раньше была Россия, то есть там, где Сочи и типа того, ну, я сильно в географии так в этом плане не разбираюсь, ну, вроде бы так, да, возле Черного моря, проще говоря. Я там забирал провинции, ну, легче, конечно, чем возле Стамбула, но тоже было интересно посмотреть. Как бы я даже забрал немножко лишних территорий, которые в итоге отдал обратно Ирану, потому что я все-таки честный. И я напал на Иран, так как все-таки меня в комментариях просили, как видите, я выполняю задания, хотя я мог просто его аннексировать, типа вассализировать, забрать территории и там уже что-то с ним выдумывать. Ну, короче, я думаю, вы сами знаете, слишком долго объяснять не буду. Ну и, короче, я с ними повоевал, точнее, с ним, с этим Ираном повоевал, забрал те его территории. Если что, я забыл забрать Стамбул и вот эти вот там прибрежные территории возле Черного моря, я зачем-то их не выделил, ну, неважно, я потом их как-нибудь заберу. И, короче, там возродилось один кусочек Индии, там, где были бывшие территории Ирана, что-то они там воевали, какая-то хрень у них там была, ну, неважно. Я ее потом заберу, вы не волнуйтесь, конечно, мне пришлось попотеть немножко с Индией, хотя нет, это про завоеванную территорию и все. И я уже готовился к войне с другой очень интересной страной, которую вы узнаете прямо сейчас. А вот этот загадочный гость нашей вечеринки — Великобритания. Да, это было вполне неудивительно, то, что я на нее нападу, так как она находится на территориях Европы. Я, понятное дело, сразу же ей объявил войну и сделал кучу высадок на территории Ирландии, а также на ее родных провинциях. Понятное дело, что там мы их забирали, и в итоге у нас все получилось, но не к этому. И теперь такой интересный факт, я что-то придумал, когда это воевал. Теперь Лондон не capital of Great Britain, а Лондон capital of Great Ukraine. А? Как вам такая идея? Или Лондон просто обычная провинциальная единица, которая находится в Украине? Ну, как бы волоски все можно, если что, люди, которые живут в Великобритании, вдруг меня такие смотрят. Честно, без негатива, я это просто для шутки сказал. Ну и, короче, аннексируем мы это все территории, и что-то там я буду еще делать. Ну что ж, вот и подходит данное прохождение к своему концу, и данная серия, в принципе, тоже. Я, получается, должен захватить еще всего лишь-то Финляндию, а также тяжелое название Эмтланд, типа того, я, честно, могу ошибиться, поэтому не судите строго. Получается, война с ними тоже была довольно-таки легкая, хотя как легкая. Вы бы знали, сколько у Финляндии было войск, я просто офигел, она реально будто готовилась со мной воевать. Ну, это не сильно мне помешало, конечно же, понятное дело, что у меня было больше войск, потому что, если честно, у меня была армия, наверное, в ее населении, а то и даже больше. И спустя там какой-то ходов 5, наверное, может даже немножко больше, я сумел все-таки их всех аннексировать. Если что, этот ой, ё-моё, Эмтланд, я не могу никак нормально его сказать. Он был в союзе с Ливией, поэтому всего 66%, хотя я всего его забрал. Но я думаю, вы уже все это и так догадались. Короче, я их всех аннексирую. Я еще вначале показывал, насколько сильно мы уже захватили Европу, если кто это заметил, потому что я потратил на это всего пару секунд. Ну и вот, ребятушки, это уже конец. Я могу вас всех поздравить, мы захватили ровно всю Европу. Вот просто чисто ровно, вот к каждой провинции мы притронулись. Конечно, я извиняюсь за то, что таки забыл забрать 3 провинции, которые находятся возле Ирана, точнее на провинциях Ирана. Получается Стамбул и там еще возле него такие окрестности. Я очень извиняюсь, суммарно у нас получается 56 провинций. Ну, типа того, сейчас можете сами увидеть, просто посчитайте те провинции, которые у меня сейчас есть, и прибавьте 3. Блин, насколько же это все красиво выглядит. Просто идеальные территории Европы. Можем это теперь наконец-то увидеть в одной стране, то есть Украине. Я вас могу еще раз поздравить с данным прохождением, с концом данного прохождения. Я пока показываю все территории, которые находятся в мире, вдруг кому интересно, там типа Америка и так дальше, просто посмотрите. Я вам хочу сказать то, что возможно скоро будут уже стримы, наконец-то я до этого дожил, вы дожили тоже. Получается, я уже дождался, как и вы, надеюсь. Я вот буквально уже, наверное, на днях, я правда не знаю, когда это видео выпущу, может уже до этого были стримы. Ну ладно, сильно много тараторить не хочу, потому что уже чем дальше, тем бессмысленнее, я уже начинаю говорить. Поэтому спасибо вам всем за просмотр, надеюсь, вы не забыли про подписку и лайк, мне просто будет очень приятно, потому что на создание данных роликов выходит уже очень много времени. Ну а мы увидимся уже в новых роликах, точнее в новых сериях. До новых встреч!
we can break about the heat. An antisocial pessimist.